Вы торгуете эмоционально, импульсивно, хаотично сливаете деньги лишь потому, что есть серая зона между вашими этапами вашего анализа. Когда у вас есть вот такая система, вы очень терпеливым трейдером становитесь, и к вам приходят правильные мысли, сигнал на смарт-сканере. Самый прибыльный алгоритм, когда речь идет про поворотные точки, потому что вероятность 60-80% прибыльных сделок. Живая торговля по моей системе с помощью роботов-советников. Только что пришел сигнал на покупку по нефтяному рынку. Что я делаю? Вот здесь сигнал в таблице, нефть WTI. Я нажимаю на кнопку, и у меня открывается график уже с готовым сигналом. Я как трейдер смотрю в первую очередь вниз. Мой смарт-осциллятор, красный столбик упал в пол, туда, вниз. Видите, значение минус 100. Это говорит о том, что вот это падение, вероятно, потеряет силу. Второй шаг, я смотрю по левую сторону, есть ли у меня ключевой уровень поддержки. В данном случае мы видим вот эти отрезки, синие, голубоватые прямоугольники. Это зоны поддержки. Если я посмотрю налево, я вижу зону, состоящую из нескольких прямоугольников. Видите здесь? Соответственно, вот эта область для меня становится зоной интереса. Почему? Потому что осциллятор обвалился раз, уровень слева 2. Осциллятор мне показывает состояние рынка с 5-минутного графика, а уровни строятся с 30-минутного графика. Таким образом, вот здесь, в этой зоне, у меня два мощных аргумента. Финальный шаг подразумевает, что в этой зоне появится подтверждение, один из моих паттернов, слабое двойное либо разворотное дно, и тогда я буду заходить в сделку. Сейчас мы ждем с вами в реальном времени, будет ли подтверждение. И это абсолютно весь мой процесс, который я совершаю каждый день, и благодаря которому мне удается ловить очень много хороших и высоковероятных сделок. В общем, ждем подтверждения и будем готовиться покупать. Мы видим здесь котировка это 80-300, да, зона 80-400. Можем перейти на график дневной. Причем здесь, видите, много-много поддержек. Посмотрите, какое количество минимумов здесь находится, начиная от 80, да, до по факту текущих значений. То есть мы находимся в огромной, с одной стороны, зоне buy, но самый ближайший уровень это вот здесь 80-300. Зона поддержки, ниже нас пока не интересует. В общем, ждем, посмотрим, опустится ли рынок сюда, да, в нашу область. Это очень важно, потому что когда у вас есть вот такая методика или такая система, вы очень терпеливым трейдером становитесь, и к вам приходят правильные мысли, да, вы начинаете совершенно по-другому смотреть на вещи. Не как с желанием скорее быстро, чтобы заработать, где двигается, где полетело, может быть, да, там, тут, а ты работаешь только по конкретному случаю, когда у тебя действительно есть условия. Подтверждающие сигналы очень важны, потому что когда у тебя нет подтверждающих сигналов, ты торгуешь и более склонен даже торговать импульсивно, хаотично, потому что это открывает перед тобой простор, да. А для работы у тебя куча сделок, половина из них вообще ни о чем, половина лоссы, и в итоге непонятно, на что трейдер рассчитывает. Поэтому подтверждение очень важно. То есть сначала у нас идет контекст рынка, да, готовая ситуация для торговли, которая обеспечивается нашим поворотным алгоритмом SMART. То есть он показывает то, что здесь вероятен разворот. Затем я как трейдер перехожу дальше, смотрю налево, есть ли уровень. И затем дальше я жду подтверждения. То есть плюс подтверждение. И тогда сделка или не равно сделка. Если какое-то условие выпадает, вы значительно сокращаете шансы на успех. Значительно. Безусловно, у вас могут быть отдельные ситуации, когда вы не дождались подтверждения и купили, например, да, вот нефть, и рынок улетел, и вы заработали, вы такой, о, круто, да.
А по факту ничего крутого в этом нет. Почему? Потому что это создает прецедент того, что вы так можете делать, нарушать правила, обходить правила, торговать как почудилось, как вздумалось и зарабатывать деньги. И вот так продолжается торговля долгие-долгие годы. Такая вот по собственному желанию. Да? Хочу, делаю, хочу, торгую. И, естественно, получаю результаты, которые не хочу. Так что посмотрим, что будет на радаре. И вот только что пришел золото. Пришло золото. Ага, пришло золото. Давайте вот так сделаем фунт и голд откроем. Посмотрим, что здесь. Чтобы была продажа по золоту. Это было чуть раньше. Вот здесь смарт-осциллятор почти дошел до своего пика. И здесь разворотный сигнал на sell, да? Но ничего страшного. Мы ждем коррекцию сейчас по золоту и будем заходить в sell. Так сделаем. Вообще, два любимых символа среди трейдеров — это золото и нефть, да, которые самые такие популярные, да, скажем, и высоколиквидные. Они всегда высоколиквидны, они всегда стабильны в плане, да, волатильности, внимания стороны трейдеров. Да, вот здесь, видите, по этому смарт-осциллятору буквально одно деление не хватило. То есть, если я в настройках, например, смягчу, скажем, поставим не 80, там сколько у меня 6 стоит, а, например, 85, то мы увидим вот этот сигнал по золоту, да, видите, вот 15.05 был сигнал на продажу. Вот здесь шорт-сигнал, кстати, золото обвалилось на 15 баксов, это дофига за такое короткое время, меньше, чем за час. Сейчас буквально через 5 минут у меня начнутся торги с трейдерами в закрытом чате. Для вас пройдет 2 секунды, для меня 2 или 1,5 часа. Так, ну что, закончилась онлайн-торговля с трейдерами. Будем все сделки разбирать, все планы, которые у нас были. А пока все внимание на валютную пару евро-доллар. Я ее продал от отметки 1.06.919. Вот здесь. Давайте посмотрим на критерии. Мы видим, мой смарт-осциллятор зашкаливает. Подтверждение на вход. И что самое главное, этот сигнал есть на моем радаре Smart. Видите, да, в 17.40 sell. Идеальная просто продажа. Также мы с трейдерами говорили про нефть. WTI. Здесь мы готовимся покупать. Я купил нефть от отметки 80, смотрим вниз, смарт-осциллятор, зашкаливает, да, подтверждение на вход, и самое главное, вспоминаем, что самое главное, сигнал на смарт-сканере, самый-самый-самый прибыльный алгоритм, когда речь идет про поворотные точки, потому что вероятность 60-80% прибыльных сделок. В общем, ждем, посмотрим, отскочит ли нефть. Если да, мы с вами очень хорошо заработаем здесь, потому что у меня стоп будет 30, по крайней мере сейчас, 38 пунктов, и ближайший тейк будет вот здесь, в районе структуры, то есть отличное соотношение, да, примерно 2 к 1 соотношение тейка к стопу, и мы параллельно ждем валютную пару евро-доллар. У меня есть определенные планы по индексу NASDAQ, наблюдаем. И еще один символ – это золото. Сегодня мы с трейдерами продавали здесь золото. Рынок пошел чуть-чуть до тейка, не дошел. И вот буквально некоторое время назад я вышел по безубытку. Но здорово рынок отреагировал, да, 40 пунктов. Причем мы отметили, что вот эта коррекция, которая была к ценности, помните, мы еще ее ждали здесь, да, она пришла через паттерн, то есть перед тем, как коррекция сформировалась, было дно, поэтому здесь мы с трейдерами торговали осторожно, да, и двигали стопы, да, по мере того, как цена идет в нашу сторону. И вот здесь вышли, перезаходить я не планирую, но тем не менее отличная тоже здесь реакция. И фунт-доллар. Да, давайте еще фунт-доллар, потому что там тоже была продажа у нас с трейдерами. И удивитесь, что там рынок тоже копейку не дошел. Мы продавали здесь. Да, рынок чуточку прям вот до тейка не дошел. Да. Но у нас есть шанс реабилитироваться с нефтяным рынком. Сегодня были данные по запасам и с евро, валютной парой евро-доллар. Если все сделки
закроются с профитом, евро, доллар и нефть, мы сделаем суммарно примерно 18%, да, по всем счетам за одну торговую сессию, потому что здесь отличное соотношение. Посмотрите, я здесь захожу, мой стоп 5, ну грубо, да, 5 пунктов, чтобы сделать 20 пунктов. Уже до этого был сигнал на buy здесь, но такой мы не торгуем. Вот здесь, потому что это да, контртрендовый сигнал, вот он buy. Да. Здесь sell. Угу. А вот наш sell здесь. Мы рассчитываем, если будет небольшой отскок, добавить на sell здесь. Такое бывает. Это даже очень хорошо, если будет. Рынки нельзя сказать, что находятся в какой-то конкретной фазе, там медвежий или бычий. То есть они немного изменчивые, но для нас это не составляет никакой проблемы, потому что у нас есть роботы-советники, которые работают в любых рыночных условиях и позволяют нам зарабатывать и на трендовых движениях, и на флетовых, да, рынках, когда они неопределенные. Уберем пока евро в сторону. Еще один символ, на который я хочу посмотреть, который мне сегодня принес почти $2000 прибыли суммарно. Это индекс Великобритании. Я понимаю, что мало трейдеров торгуют этот индекс, и не у всех брокеров он есть, но если мы посмотрим на сигнал, который сегодня был, вот я с трейдерами тоже его разбирал на онлайн-торговле, то вы заметите, насколько это крутой сигнал. Вот сегодня в 11 часов по Москве пришел сигнал на sell. Вот здесь. В 11 часов. Осциллятор зашкаливает, робот подхватил информацию. Одну секунду. Робот подхватил информацию и сообщает, что индекс Великобритании sell. Я перехожу на этот символ, и что я здесь вижу? Я вижу, что рынок взлетел, но при этом уровня слева нет. А раз уровня слева нет, то план такой, что мы ждем подтверждения. Какое? Либо рынок должен сформировать здесь, например, слабую вершину или разворотную вершину, да, прийти протестировать эту зону, или обновить вот эти наши точки волатильности белые. И когда это произошло, мы обновили точки волатильности, то первая коррекция sell. Вот здесь я продал. Причем потом рынок сформировал вообще такую большую, да, широкую, видите, вершину. Но это не важно. И вот в этой области, вот в этой зоне я забрал тейк. Шикарная прибыль. Да, кажется, что визуально не так много, но в пунктах цена прошла значительное расстояние. И опять же таки очень короткие стопы. Стопы здесь. Да, соотношение здесь получилось 5, около 5 к 1. Это очень много для интрадея, но за счет вот этого алгоритма мы можем такие ситуации легко распознавать, во-первых, потому что нам не надо их искать самим. Робот найдет, покажет, например, смотри на евро, смотри на индекс Великобритании, на нефть. И ты переходишь, и у тебя есть четкий алгоритм работы. Никаких серых зон, ведь только что мы разговаривали с трейдерами на эту тему в чате, что вы торгуете эмоционально, импульсивно, хаотично сливаете деньги лишь потому, что есть серая зона или серые зоны между вашими этапами вашего анализа. Вот и все. То есть где-то недосказанность присутствует. И эта недосказанность, она провоцирует эмоции. Провоцирует страх, неуверенность, сомнения. Отсюда разные постоянно действия. Вот и все. Но здесь абсолютная ясность и прозрачность. А роботы мы как раз используем для того, чтобы не искать, не бегать за рынком, где там что пошло, а уже отфильтрованную, скажем так, очищенную от шума информацию получать. И таким образом еще повышать свой профит-фактор, да, повышать свою вероятность получения прибыли. Потом здесь появился buy-сигнал, но здесь нет условий для покупки, да, потому что нет нашего стрелочного сигнала. Также я ждал пробоя точек, но мы их не пробили, чтобы я рассмотрел buy, поэтому сделки не было. Но потом на онлайн-торговле уже в реальном времени мы с трейдерами заметили покупку. Первая покупка здесь, потом мы видим здесь. Это уже вечерняя сессия, но это все-таки индекс европейский больше, поэтому мы покупки не рассматривали. Это покупка 1, это покупка 2. Это тоже идеальный сигнал, но опять же все по смарт-сканеру и вот этому осциллятору.
именно торговля на поворотных точках, поворотный момент. Я, кстати, записывал видео на канале. Вот здесь оно находится. Посмотрите, там все подробные правила, как я торгую поворотной точки. А если вы хотите получить осциллятор, смарт-сканер, полную торговую систему, то переходите на сайт. Ссылка тоже будет под этим видео. И там вы найдете всю информацию по подключению. То есть какие варианты есть подключения. Есть как базовые для, скажем так, первых трейдеров, которые впервые, да, со мной знакомы, а так для тех, кто уже давно наблюдает, ждет подходящего момента. И сейчас, на мой взгляд, самое время, потому что у нас появились более гибкие варианты подключения, и вы уже для себя можете выбрать подходящий. Если какие-то вопросы возникают, вы знаете почту, да, она неизменно info@ztrader.ru, пишите, подскажем, поможем, сориентируем вас по продуктам. Посмотрим, придет ли евро к нашему тейку. Наблюдаем за евро. Уже вечер, да, не так поздно, 6 часов. Еще есть отличные шансы увидеть тренд по евро. Готовимся зафиксировать евро. Закрываю прибыль по евро. Шикарно. Я взял чуть раньше, до достижения уровня поддержки. Вот здесь. Таким образом, у меня был стоп 5 примерно пунктов. Тейк я сейчас взял примерно, у меня получился 14-15 пунктов. Так, давайте посмотрим индекс NASDAQ. Что там у нас NASDAQ? NASDAQ пока в нейтральной зоне. NASDAQ ищет баланс. И вот с трейдерами тоже на онлайн-торговле в этот момент обсуждали. Я спросил трейдеров. Вот ситуация, которая, например, мы видим по NASDAQ сейчас, да, вот еще это было вот здесь. Она больше соответствует тренду или она больше соответствует флету? И вот у тебя сразу появляется представление четкое. Вот, например, если тренд, то одна хронология действий, да, один торговый процесс. Логика, да, принятие решения одна. Если у тебя флет, то у тебя могут быть другие критерии. Угу. То есть ты сразу понимаешь, куда двигаться тебе, в какую сторону двигаться. От одного только вот этого определения и понимания картинки своей. Вот эта картинка чему соответствует? Флету или тренду? Флету преимущественно. Что мне здесь лучше торговать? Боковые сигналы. Да, что относится к моим боковым сигналам? Что относится к моей боковой стратегии? Да, если я, например, торгую в боковике или во флете. Все, ага, относится это и это. Так, давай здесь это будем собирать теперь, эту картину. Первое, второе, третье. А потом такую же картину, если я увижу на другом символе, то же самое будет. Понимаете? То есть вот эта ситуация, которую я вижу, она чему больше соответствует. Но чтобы, еще раз подчеркну, вы знали, как ваша ситуация выглядит, у вас должен быть абсолютно однообразный набор критериев, состоящий, чтобы картина целиком срослась, все было четко, красиво, и она была, представляла из себя, да, полноценную там стратегию, систему, не знаю, правила, набор правил, неважно. Это должно быть, еще раз подчеркну, одинаково и измеримо, объективно. Вот, например, я вижу TC-сигнал, да. Я вижу экстрем-осциллятора, да. Я вижу паттерн, например, да. То есть конкретные формализованные критерии. Никак по-другому не произойдет ваш прорыв в трейдинге. Так, ну что, мы возвращаемся в эфир. Напоминаю, мы покупали с вами нефть вот здесь. Рынок замерз, ничего не происходило, и сейчас мы подходим к нашему тейку. И еще на что я хочу обратить ваше внимание, так это то, что вот здесь была возможность доливки. То есть можно было еще увеличить позицию. И смотрите, как сегодня подряд мы видим в 4 местах идеальные точки входа в рынок. Здесь buy, здесь buy, здесь buy, где мы купили, и здесь buy. И мы уже практически у тейка. Сейчас мы возьмем стоп и начнем двигать наверх. И посмотрим, дойдет ли цена до этой зоны. Все, забрали.